Всем привет, меня зовут Максим Дафин. Решил снять вдогонку дополнительное видео, поскольку думаю, что относительно прошлого видео будут какие-то вопросы по теме того, как измерять диаграмму направленности правильно и как измерять правильное усиление антенн. Потому что видишь в интернете очень-очень много различных видео и просто-напросто даже руки опускаются писать комментарии под ними, они сделаны безграмотно. Люди берут делать какие-то сравнительные тесты, ну, просто несерьезно. То есть, что я видел из такого, из грубых ошибок, вот мы берем плоскость какую-то, поверхность Земли, человек берет, ставит какую-то антенну там на стоечке на какой-то, направляет сюда, тоже на какой-то там стоечке стоит антенна, сюда подключает генератор и сюда подключает какой-то там измерительный прибор, допустим, анализатор спектра. И здесь там смотрят уровень сигнала. Затем берут, меняют какую-либо из этих, эту или эту антенн, ну, эти антенны с известным усилением, затем меняют либо эту антенну, и делают разностный тест. По разнице усилений можно понять, ну это людям так кажется, результирующее усиление сравниваемых антенн. То есть, допустим, мы сейчас померили эталонную антенну, здесь не важно какое усиление, без разницы, там X. А вот здесь усиление, ну применили мы, допустим, диполь 2 dBi. Далее мы взяли, поменяли это на тестируемую антенну и получили прирост усиления плюс там, пусть 15 dB. Соответственно, результирующее вроде как казалось у нас 17 dBi. Все брехня. Почему? Объясняю. Намерили сферического коня в вакууме. У нас идет прямой луч. И учитывая, что все это стоит на Земле, у нас идет огромное количество вот этих отраженных лучей. Если бы вот эти горе-измерители удосужились вот эту антенну вот просто чуть-чуть вот сюда поднять или чуть-чуть опустить, то могли бы получить здесь очень-очень разные цифры, там начиная, допустим, от 5 dB и заканчивая, если очень удачно бы все это сложилось, там до 17, допустим, dB. И, соответственно, вот это усиление у них получилось бы совершенно иное. Так что вот такая схема измерений, она категорически неверная. Единственная ситуация, когда она может быть верной, это когда у вас все, вот это ваша внизу поверхность, стены, если они есть, все это окружено радиопоглощающим материалом. Тогда вы имеете, да, только вот этот прямой луч. И то, оговорюсь, в данном случае, если у вас стены окружены радиопоглощающим материалом, который, ну, хотя бы минимизирует, если не полностью уничтожает вот эти паразитные отражения, ваш радиопоглощающий материал должен быть оптимален для вот этой частоты. Потому что радиопоглощающие материалы тоже бывают разные. Они могут хорошо поглощать на одной частоте и замечательно отражать на другой частоте. Потому что радиопоглощающие материалы — это своя отдельная и сложная наука. И далее давайте рассмотрим, каким образом правильно можно померить усиление. Если вы хотите правильно померить усиление, то, соответственно, вам необходимо свести к минимуму влияние отраженного сигнала. Естественно, хорошая измерительная камера — это вещь такая весьма недоступная для обычных людей. Поэтому есть очень-очень простой способ, как обойтись без нее. Для этого вам понадобится большое расстояние, какая-то
стоечка, ну, высотой хотя бы 1-2 метра, на которой вы будете тестировать антенну. Вам понадобится многоэтажный дом. Я бы рекомендовал 10 этажей и доступ туда на крышу. Здесь вам необходимо будет расположить генератор высокочастотный и какую-то антенну. Вообще не важно какую. Здесь вы будете располагать тестируемую антенну. Схема точно такая же, как я рассказывал. Она очень похожа на неправильную схему, только в данном случае вы сможете минимизировать влияние зон Френеля. Сначала вы берете опорную антенну, у которой уже известно усиление. Но я рекомендую брать опорную антенну не диполь. Если вы берете ваши антенны с каким-то большим усилением, то вы будете минимизировать влияние зон Френеля, потому что чем больше усиления, напомню, тем уже луч. И чем уже луч, тем меньше влияние зон Френеля. Поэтому здесь советую брать антенну с усилением больше, чем 7 dBi. И здесь опорная антенна должна быть тоже с усилением больше, чем 7 dBi. Промерили. Кстати, рекомендую измерения делать на нескольких участках диапазона рабочего. Не мерите никогда на одной частоте, потому что это тоже бред сивой кобылы. Желательно сняли несколько точек в рабочем диапазоне. Там, если у вас антенны для 3G, то, соответственно, там 1900 МГц, там, допустим, 2000 МГц, ну, 2100. Мы обычно снимаем через каждые там 50 или 100 МГц и 200. Сняли, затем меняем вот эту антенну на ту, на которой мы уже хотим знать усиление. И затем смотрим прирост усиления. Померили, там, допустим, получили плюс 7, плюс 8, плюс 9, там, плюс 8. Криво пишу, ничего страшного. И, соответственно, уже прибавляем уже сюда нашу опорную антенну, на которой мы знаем 7. Здесь, допустим, 7, 7 и 7 пусть она. И уже получаем результирующее усиление. Там 14, 15, 16 и 15. То есть после замены мы получили результирующее усиление нашей тестируемой антенны. Вот с таким распределением по частотам. Вот, наверное, вкратце все, что хотел сказать на эту тему. Вот так делать правильно. Ну, относительно правильно. Все, всего хорошего. Подписывайтесь под видео, ставьте лайки. Пока.